Всем привет! Сегодня я вышла на прогулку. У нас таких тропинок в горах очень много разных. И вот это одна из них. Вот вы можете видеть искусственный канал, но вода горная. Сегодня хочу поговорить о том, как я перестала есть мясо. Я сейчас, на данный момент, я ем рыбу, яйца, молочные продукты, сыр, но не ем мясо, ни говядину, ни свинину, и птицу тоже не ем. Для того, чтобы прийти к состоянию, когда я вообще не мучаюсь. Я могу вот сейчас спокойно сидеть за столом, где там, не знаю, 20 человек, и пусть каждый из них будет есть совсем разное мясо, очень вкусное, сочное, с запахом, там, шашлыки, курица, цыплята, табака, хоть что, у меня не будет желания поесть мясо. Как я к этому пришла? Первое, это потому что я это делаю для духовного роста. Когда ты встаешь на духовный путь развития, у тебя уже само идет, все складывается так, какой-то алгоритм внутри, который тебе говорит, что нужно делать. Или это, как сказать, желание души. Душа говорит, что ты хочешь, чего ты не хочешь. Вот. Но я сразу говорю, что в питании, как правильно питаться, что когда есть, во сколько есть, я вообще в этом ноль. С самого детства. И у нас дома об этом тоже никто не знал. Ели, как ели, и все. В общем, первый раз я это сделала так. Я просто резко отрезала от себя все мясо. Абсолютно. Ну, конечно, результат был такой. Первое это было, что я сама с собой боролась. Мне очень хотелось мяса. У меня наоборот случилось такое, что, завтра конец света, я хочу мяса, и мне нужно съесть мясо. Я все мясо постоянно ела. Потом думаю, нет, так не пойдет. Стала нормально обратно питаться. В следующий раз получилось так, что я уже постепенно уже стала меньше есть мяса. И думаю, ну все, теперь вроде уже не хочется. И получилось так, что в этот раз уже у меня не было вот этой борьбы хочу мясо, или не ешь мясо. Оно у меня внутри вот как-то, я почувствовала какую-то энергию от мяса. И думаю, ой, не хочу. Что-то живое, что-то пошло, и все. У меня какое-то отвращение произошло, и я больше не стала есть мясо. Для меня мясо было вот что пластик, что мясо вот что ложку положи, что мясо. Не было никакого ощущения, что это еда. Я отказалась от мяса и от курицы. И потом случилось то. У меня снизился иммунитет очень-очень сильно. По-моему, это было зимой. Не помню, какой зимой, но было. И, в общем, я заболела ангиной. А потом эта ангина усложнилась, и она перешла в... Так, сейчас люди здесь. Она перешла в отит. Отит – это гной в ухе. Я об этом ничего не знала, тогда впервые познакомилась с этой болезнью. Но получилось так, что там стадия была вообще супер-пупер запущенная. Что оно начало доходить до вестибулярного аппарата. Слава богу, у нас здесь есть хороший лор. Он меня спас. Он прописал мне антибиотики мощные, и я их пила. И, в общем, вылечилась. Все это прошло, и через некоторое время снова стала слышать. Ну, все, в общем, нормально. Повезло. Вот. Потом опять стала я питаться нормально. Думаю, ладно, хотя бы курицу надо есть, мышцы нужны. Это не фанатизм. Может быть, я рассказываю как-то, что получается фанатизм. Это то, что я не хочу это просто есть уже, все.
Но я стала есть курицу. Тем более, я люблю мясо. Любила вкус мяса и все такое. Курицу тоже я любила. И очень часто вообще везде ее запихивала. Вот. И я ела так вот. Только курицу, в основном только курицу, яйца и рыбу. Но в один момент я решила делать практику, одну из практик, которые нужно делать 40 дней. Но ждала подходящего дня. И вот пока я к этому готовилась, у меня как будто отрезали желание есть курицу. И тогда я все равно ее делала и ела. Я ела, думаю, белки нужны. Когда я начала делать практику, через 3 дня я уже не могла есть курицу. Вообще не могла ее есть. Все. Я ее ем, я себе пытаюсь съесть ее, запихиваю, но мне застревает вот все здесь. И однажды вот это случилось, когда я сварила там бульон такой, вытащила курицу, там положила на тарелку, там столько мяса было, думаю, вот, сейчас я поем курицу. И не идет. Все, я тогда взяла всю курицу, все мясо и выкинула в мусорное ведро. С тех пор я и курицу тоже не ем. Я только ем рыбу и, рыбу, морские продукты и яйца. И там сыр, вот, все такое молочное тоже. Иногда даже яйца не хочется есть. Что-то такое, не знаю, ощущение какое-то, вкусы какие-то чувствуются странные. Но пока это ем. Пока могу и пока ем, потому что я понимаю, что если бы я была суперспециалистом, который знал по граммам, сколько, куда, чего, и делал это с легкостью, возможно, я бы и от яиц, и от рыбы тоже отказалась. Но даже и так, все равно, прям резко так отрезать, понимаю, что нельзя. Поэтому я ем и курицу, и яйца. Ой, курицу, яйца, нет. И рыбу, и яйца. Но вот этот вот уровень нехотения мяса, я думаю, что он высокий, потому что я не мучаюсь. Я видела видео, где там говорят, там молодая пара, в общем, искала себе няньку. И пришла женщина и принесла им к ним домой лаваш, себе на обед. И они стали говорить, ой, она оскверняет пространство, там что-то. Ой, думаю, и они, ищут такую же себе. Вообще-то я думаю, что это сложно. А потом каждый сам выбирает путь духовного развития, когда ему начинать. Если человек еще не готов, я, например, я его не осуждаю. Я никому не говорю, очнись, одумайся, перестань есть всех животных. Ты что? Нет. Это делаю для себя. Кто-то, может, сейчас меня смотрит и тоже мне так, очнись, одумайся, завтра там те в больнице будут искать, не знаю. Если вы меня увидите поедающие мясо там через год или через 3 года, это не потому, что я сорвалась и хочу есть мясо. Это, возможно, вариант, что может я не нашла путь, как это все-таки сбалансировать. Но я знаю людей вживую, которые вегетарианцы с рождения. Есть с рождения, есть которые ими стали, и все у них нормально. Также знаю тех, которые ели, 3 года были вегетарианцами, все равно им пришлось вернуться и снова есть мясо. Я думаю, что у нас у всех организм разный, и на всех это влияет по-разному. Но 2 человека, вот один вживую, девушка, которая она там в одном магазине работает, в индийском, она сказала, что вообще-то у нас в кишечнике, не знаю, я так поняла, в кишечнике вырабатываются все витамины, все необходимые витамины, все, что нам необходимо, элементы, витамины, все для того, чтобы наш организм работал хорошо. Но чтобы так было, нужно узнать
как правильно питаться. То есть она имела в виду, что и без мяса тоже все это можно сделать. Вот, я надеюсь, что на эту версию. Хотя я особо сильно не заморачиваюсь. Я не думаю, что там будет, что не будет. Я просто иду по внутреннему голосу и то, что моя душа хочет. Вот и все. Ну вот, покажу вам, куда я иду. Пока вот так. Все, пока.